Сколько нас уже много. Всем привет. Так, ждем сейчас. Все присоединяются. Угу, смотрю, прям в чате просмотры у нас растут. Все присоединяются. У нас сегодня замечательный день. Все включу. С вами уже посмотрим. Смотрим, что же у нас с вами получилось. Всем привет. Так, ставим плюсики. Ставим плюсики все, кто присоединяется. И общение. Так, наверное, лучше. И показываю красоту, которая у нас получилась. Поубираем все конфетки. Так, у нас с вами сегодня мы будем расписывать одну корзинку. И это все выглядит вот так. Такая она у нас замечательная, одна. Ну, процесс такой не по времени довольно-таки не быстрый, я бы сказала. Но за вечер я ее расписала. То есть села спокойненько, за вечер расписала. До второй я еще не добралась. Мы обязательно сделаем еще один эфир и вторую уже распишем вместе с вами. А пока у нас вот такая красота. Такая красота. Напишите, как вам нравится ли вот такое исполнение. Я постаралась сделать такую, знаете, как вот многие писали, что хотят сделать пасхальную какую-то корзинку. Чтобы это была какая-то такая пасхальная тема. Чтобы туда можно было поставить там пасочку, там яички положить, что-то такое, там конфеты какие-то. Вот. А еще очень многие спрашивали, можно ли наш пластичный гипс использовать для того, чтобы туда можно было положить какие-то продукты и не беспокоиться. И вот в этой работе я вам сейчас расскажу, как можно закрыть, ну то есть как сделать корзинку, понятно. Такая здесь тема использовалась. Значит, что я сделала? Я взяла и сделала декупаж. Я хочу вам признаться, что вы видите первую работу, мои первые салфетки, которые я клеила. Я никогда до этого не наклеивала салфетки, никогда не использовала декупаж, потому что я художник, и я всегда все расписываю. Фаяну или фарфор напоминает очень-очень-очень. Спасибо. Пишите ваше мнение, как вам такая идея. Я никогда не пользовалась декупажем, никогда не клеила салфетки. Это мой первый опыт на этой работе. Я, ходила долго, думала, как к ней подойти. Я бы все это написала. То есть мне проще взять кисточку и просто нарисовать цветочки, листики. То есть для меня это, как бы раз-два и все, и готово. А с салфетками все сложнее, но вроде бы как все получилось. Я ее оставлю себе, я ее никому не отдам. Буду потом ходить и думать. Напишите в чате, занимались ли вы декупажем. То есть если у вас такой опыт. И я буду очень рада, если вы во время, того, как я буду делать, показывать эфир, что я делала, напишите правильно, неправильно, так, или, может быть, у вас есть какие-то советы, и пишите вообще в комментариях к этому видео тоже советы. Очень интересно, узнать ваше мнение, и очень хочется, чтобы, может быть, какие-то советы будут полезны, и мы их вместе с вами также в эфире сделаем. Всем привет! Всем привет, восхитительная. Да, вот такая красота. Но она очень милая. Она такая летняя. Ощущение того, что это действительно ткань. Мне хотелось вот, чтобы это был какой-то такой, знаете, как вот на дачу. На даче такую атмосферная такая вещь. Вот на нее смотрел. Летняя, лето, весна, вот что-то такое, какое-то настроение. Вот смотришь, улыбаешься, и ты думаешь, как же все хорошо. Всем привет. Вера, спасибо. Салфетка супер. Так, все готовы. Если все готовы, то поехали смотреть, как же мы ее создавали. Значит, первое, что мы делаем, это мы берем корзинку и достаем те коричневые краски, которые у нас есть в наличии. В наличии у нас обычно очень много всяких разных коричневых красок, но если у вас нету прям много-много, то их всегда можно намешать. Я брала сиену жженую. У меня была там сиена натуральная, умбра жженая. В общем, нам нужна какая-нибудь темно-коричневая краска. Если у вас нет темно-коричневой краски, вы берете любую коричневую, подмешиваете к ней черную. То есть нам нужно, чтобы она была, первый слой был грязненький. Такой грязненький и темненький.
По росписи техника очень такая простая, и ее очень часто используют, ну, используют скульпторы. Я раньше так не расписывала, я именно покрывала прям плотным слоем. Но вот Дима так расписывает скульптуры, и я вот, можно сказать, у него подхватила эту тему. И мы все углубления закрываем этой краской. То есть нам нужно, чтобы она была жидко разведенная с водой. Мы туда не добавляем никаких медиумов, просто жидко разводим краску с водой. Реалистично, красиво, натурально смотрится очень. Спасибо. Разводим с водичкой и прокрываем полностью всю нашу плетенку. Нам нужно позаливать. То есть у вас не должно быть белых мест. Все должно быть закрыто. Прям берете и пачкаете. Вот эта техника, такая роспись получится абсолютно у всех. Новичок, вы не новичок, без разницы. Получится абсолютно у всех. И проходим все наше изделие. Но желательно проходить его кусочками, потому что акрил все-таки подсыхает краска, поэтому я беру аккуратненько, вот сейчас прохожу, все углубления под салфеткой, то есть все. Дальше мы берем какую-нибудь влажную салфетку, или можно взять тряпочку, смочить ее с водой, именно чтобы это была тряпочка, и протираем. Протираем. Наша задача все углубления, которые у нас есть, сделать темными. Это может быть черная краска, это может быть какая-то темно-коричневая, то есть вот, чтобы она была такая вот темненькая. Люблю декупаж. Расписываю, да, но использую со школьниками. Ну вот для меня тоже был декупаж, это что-то такое, ну как бы, что можно. Просто вот, в общем, рассказываю. Таким образом мы сейчас прокрываем всю салфетку, и дальше я рассказываю свое мнение. Я смотрела всегда на декупаж, и у меня была проблема вообще вот в чем отличие молды и декупаж, или лепка и роспись, разница в чем. Когда мы умеем делать что-то своими руками самостоятельно, мы можем сделать любой размер, любой цвет, любой, то есть вы владеете этими техниками, можно сделать самостоятельно. То есть если бы мы брали заготовку и на заготовке, ну, допустим, какую-то баночку и облепливали, у нас бы была именно эта баночка, именно такого размера. Если мы делаем корзинку самостоятельно, мы можем взять нужную нам форму и сделать нужного размера нужную корзинку. То есть именно вот у вас, допустим, есть на столе там какое-то пространство рабочее, ну, куда вы можете поставить там корзинку, в нее, кстати, вот если она будет прямоугольная, такая же, можно поставить туда баночку кофе, сахарницу, там, салфетки, то есть сделать такой подносик небольшой, и на этот подносик поставить там то, что у вас на столе. То есть вы убираете поверхность, вы этот подносик отодвинули, протерли стол, обратно его подвинули, все на месте, все хорошо. В отличие, да, от готовых. То есть что-то готовое, оно может не вписаться по цвету в ваш интерьер. Оно может не вписаться по цвету, если вы там делаете заказчику. Там, ну, много таких нюансов. Та же самая история с салфетками. Если есть у вас какие-то салфетки, они у вас могут вам нравиться, могут не нравиться. Знаете, хочется куда-то поставить еще какую-то маленькую перламутровую пуговичку. А вот на вашей салфетке ее не будет. Поэтому на этом моменте мы просто берем, расписываем так, как нам хочется. Но если вы только начинаете, то есть смысл пробовать и то, и другое, и пользоваться разными техниками. Также вот сейчас многие у нас есть наши молды авторские. Опять-таки, молды я леплю под те запросы, которые есть у меня. То есть вот мне там декорирую часто бутылки с лозой. У меня есть молды с листьями, с виноградными, и я с этими листьями спокойненько, то есть не леплю их вручную, а просто беру из молдов. Так, красивая салфеточка получилась. Советы, наверное. Главное, аккуратно приклеить, защитить от внешнего воздействия. Уверена, все сделано по технологии. Галина, спасибо. Ну, сейчас посмотрим, по технологии или нет. Значит, первый слой мы развели акрил, прокрыли, все салфеточкой протерли. То есть ваша задача заполнить все углубления темной краской. Протерли. Абсолютно не боимся, что у нас там где-то что-то испачкается салфетка. Тоже не бойтесь, мы потом ее сверху будем перекрывать. Снизу мы все закрашиваем. Можно взять тряпочку, также намочить ее в воде. Губкой я не советую пользоваться, а вот тряпочку взять в воде, намочить. Аккуратненько все это дело снимаем.
Все, тенюшки у нас получились. В живописи, в акварели и в масле, то есть эта техника, которой мы сейчас пользуемся, называется лессировка. То есть когда наносится несколько слоев краски полупрозрачной, и пигмент накладывается один цвет на другой, и у нас получаются как бы переливы. То есть вы смотрите на предмет и видите, что где-то он у вас там коричневый, где-то там больше в красный ушел, где-то больше в охру. Вот. Главное понять эту технологию, и потом уже с ней можно расписывать все, что угодно. Все, вытерли. Заодно руки. Просмотрели со всех сторон, чтобы не было непрокрасов. Если вы видите, что у вас где-то там место не прокрашено, вы аккуратненько кисточкой туда тоже проходите, и также верхушки мы снимаем. Такая у нас красота. Дальше мы ее сушим. Дальше я делала паузу, шла, сушила ее феном. Всё, подсушили, сухая. Наносим следующий слой краски. Также берем водичку. И теперь мы берем коричневый, немножко посветлее и что-нибудь более красненькое. То есть если в первом случае мы в коричневый могли добавить немножко черной краски, то в этом случае мы туда можем добавить или чуть-чуть красной, или чуть-чуть оранжевой. Они между собой смешиваются и дают немножко другой оттенок. Я брала сиену натуральную. У меня краска, она похожа. Она не сиена, но она похожа на сиену. Также ее развожу с водичкой и вторым слоем прохожу полностью все свое изделие по кругу. То есть мы делаем такую легкую тонировку, и уже на этом этапе смотрится натурально. То есть смотрится как плетень, смотрится... Дальше мы еще немножко украсим, добавим. Вот на этом этапе уже смотрится, смотрите, живописненько. Она уже такая становится немножко оранжевой. Краски начинают наслаиваться один слой на другой. Нижний просвечивается, темный. И вот такая получается красота. Можно было оставить и так. То есть если вы на каком-то этапе расписываете изделие и видите, что вас вполне устраивает, можно оставить так, просто потом сверху проходите лаком, и все. И этого вполне достаточно. Проходим. И вот таким образом мы будем накладывать слои краски от темного к светлому. То есть это у нас была вот такая сиенка. Ну, если бы мы делали в прямом эфире, мы бы с вами, наверное, часа 2-3 пробыли. Смотрите, предыдущий слой нужно просушивать, потому что может быть вот такая ситуация. Я специально оставила, не стала убирать. То есть у вас предыдущий слой краски не подсох, и она может смыться следующим. То есть вы первый слой хорошо просушите. Если что, потом также темной краской перекрыли, чуть там растушевали. Дальше у нас еще будут сверху наложения многих слоев, и если где-то что-то пошло не так, всегда можно сверху перекрыть другим цветом, и все. Вот, немножко такой оранжеватый какой-то, и уже все смотрится. То есть, если у вас есть, допустим, коричневый, оранжевый, вы берете коричневый, туда добавляете немножко оранжевого, немножко. У вас получается уже другой оттенок. Кто знает, как получить коричневый цвет? Знаете, как коричневую краску намешать самостоятельно? Если у вас ее нету, как можно смешать? Одно время мы проводили, у нас была прям серия эфиров, мы рассказывали, как смешивать краски. И напишите, полезна ли вам такая информация, если мы проведем, допустим, эфиры, как смешивать какие-то цвета для того, чтобы расписывать изделия. Будет ли вам это интересно? Так, мы прошли этим цветом по корзинке. Жду от вас комментарии. Интересно или нет. Проходим, и также мы ее сушим. То есть смотрим со всех сторон и
сушим. Все, высушили. Очень. Светлана пишет, очень. Высушили. Высушили, немножко акрил после высыхания меняет цвет, и я там на самом деле за кадром еще немножко добавляла вот этой оранжевой, красный, зеленый. Можно, да, и красный, и зеленый. Один вопрос, как отклеивать пленку, когда изделие высыхает на первом этапе? Она снимается, пленка снимается. Так, смешивать цвета всегда интересно. Значит, дальше... Всем-всем-всем привет. Значит, дальше, смотрите, у меня был такой цвет, похож на слоновую кость. Я решила, то есть дальше наша задача высветлить самые-самые верхушки, которые мы изначально протирали. Нам их нужно немножко высветлить. И я вместо белил взяла кисточку, щетинку, это понятно, взяла слоновую кость, подмешала туда немножко коричневой и начала этим цветом высветлять. Этого можно было не делать, можно было взять просто белила и белилами немножко пройтись. То есть мы сейчас на этом этапе все наши прям верхушки нам нужно немножко подвысветлить. Всем привет. Оля, привет. То есть на первом этапе пленка снимается прекрасно с пластичного гипса, она, ну, нормально, вы ее немножко аккуратненько тянете и все. Вот если вы будете прям на изделие клеить, тогда да, тогда вы не снимете. А с пленкой все снимается. 7 основных цветов в разных вариациях. Это по поводу коричневого. Значит, рассказывая в кадре, мы делаем, высветляем верхушки. Можно было сразу взять белила. Я взяла этот цвет. И, ну, потом в процессе я поняла, что мне он не нравится, как он ложится. Разные краски, разные фирмы. Иногда мы экспериментируем. И иногда хорошо получается. Иногда какие-то моменты не очень нравятся. Значит, коричневый цвет у нас складывается, вообще у нас основных цветов 3. У нас есть желтый, синий, красный, 3 цвета основных. Если мы смешиваем желтый с синим, у нас получается зеленый. А если мы смешиваем желтый с красным, у нас получается оранжевый. Если мы смешиваем красный с синим, у нас получается фиолетовый. Ну, понятно, да, что разные краски, красных там очень много, они есть теплые, холодные, там всякие разные. Так, следующим этапом я высушила, беру белила и также теперь прохожусь уже белилами по верхушкам, по самым-самым выступающим частям. Можно взять красный, желтый и синий и эти цвета смешивать между собой. То есть если мы смешаем, допустим, вот правильно было, да, что красный с зеленым. Если мы возьмем красный, смешаем с желтым, получим оранжевый, и в этот оранжевый вы по чуть-чуть добавляете синюю краску. И от того, какая будет синяя, то есть если у вас разные оранжевые, разные синие, у вас будут разные коричневые получаться. Но это надо показывать, как бы всю теорию я сейчас рассказываю. То, в принципе, вот девочки, кто приходит ко мне на живопись учиться, мы пишем на минимальном наборе, на стартовом. То есть мы берем красную, синюю, желтую и белила черную, и на этих цветах мы пишем всю работу. Сами смешиваем, учимся. Очень полезный навык, когда вы занимаетесь вот росписью, такой, как сейчас. Потому что тоже можно взять, намешать, что-то добавить. Ну, в эфире я особо не экспериментировала в этом. Итак, я прохожусь сухой кистью. То есть у меня щетинка и обязательно тарелочка пластиковая, чтобы можно было снять лишнюю краску. Ну или какая-то картонка. И сухой кистью я прохожусь по всем верхушкам. По чуть-чуть набираю краску. Смотрите, мы не проходим ни в какие углубления. Вот если бы вы взяли и просто приложили лист бумаги, у вас бы там испачканные, у вас бы вот верхушки отпечатались. Вот нам эти верхушки, самые-самые верхние точки, нужно высветлить. Дальше мы еще раз сушим. И после этого мы берем какую-нибудь охристую красочку. Охристую, какую-то оранжеватую, вот такие оттенки. И лессируем. То есть у нас сейчас на нашем изделии получается где-то темно-коричневые, где-то оранжеватые, где-то вот можно их прям между собой смешивать, такие оттенки. А неон — это краски, которые
У нас есть, у меня есть канал Art and You. Называется. Зайдите у меня на страничке ВКонтакте. Есть там ссылки на него. Вот. И мы там делали работы с неонами. Неоны это такие красочки, которые флуоресцентные, да? Они светятся. Они светятся, но с ними нужно правильно работать. То есть под эту краску нужно делать какую-то светлую подложку, светлый фон. Сначала высветлять, и потом вот местами наносить их. Они тогда классно смотрятся. Мы до них дойдем. Мы обязательно будем делать какие-то изделия именно с ними. Вот они тоже шикарно смотрятся в росписи. Значит, что я здесь делаю? Охра с водой, оранжеватая с водой. Прокрываем. И у нас все наши углубления темные остаются темными, а все наши верхушки начинают такими становиться. Хотела быстро сказать. Как колоски такого цвета, вот как колоски пшеничного цвета. То есть вот так тоже можно оставить. Вполне. Такой пшеничный цвет. Где-то мы чуть-чуть охры, разведенной с водичкой, где-то мы берем оранжеватую. Я думаю, что в этой технике абсолютно все распишут, и у всех все получится. То есть можно оставить и вот так. То есть каждый этап, который я показываю, он может у вас быть финишным. Но мы еще немножко поэкспериментируем. Сейчас еще покажу, что можно сделать. Вот чуть-чуть оранжевенькая, чуть-чуть желтенькая. И она уже смотрится как настоящая. Такая красота. Все. Дальше я ее еще чуть подсушила. И что можно добавить еще сюда? Мы берем белила. Белила разводим тоже с охрой. То есть теперь это уже не лессировка, а теперь это именно вот плотненько разводим краску. Белила с охрой дают немножко другой оттенок. Он совсем другой. Вот охра, разведенная с водой, один цвет. А охра, разведенная с белилами, получается другой цвет. Берем также щетинку сухой кистью. На кисти минимум краски. И поперек волокон проходим по самым верхним точкам. Добавляем чуть-чуть цвета. Самые-самые вот верхние точки. Чуть-чуть их еще можно высветлить. Совсем чуть-чуть. Как раз вот перекладинки, где у нас идет вокруг... Сейчас работу доделаем, покажу. В общем, где у нас вот вот эти перемычки. Да, вот эти места мы высветляем. То есть нам их нужно сделать посветлее. Вот. Нашла, как объяснить. Вот здесь тоже делаем светлее. И посмотрите, как сразу начинает играть объем. То есть там, где этого нету, смотрится более сглажено все. Как только мы чуть-чуть цвета добавили, так сразу начинает играть объем. Здесь уже проходим по верхушкам. И у нас получается вот такая красота уже. Корзинка практически готова. Напишите, есть ли вопросы на этом этапе или всем все понятно. По цветам первый слой у меня был, это была умбра жженая или сиена жженая, там чуть-чуть черное можно в нее добавить. Второй слой это какая-нибудь сиена, что-нибудь рыженькое, что-нибудь вот такое, больше, чтобы в краснилку уходило. Потом мы высветляем сухой кистью верхушки и сверху уже охру наносим, и финиш это охра с белилами. Проходим по всем верхушкам. Всем привет! Девочки, мальчики, напишите, есть ли какие-то вопросы.
Если нету, то пишем, что все понятно. Это несложно. Все понятно, спасибо. Научиться вот так же, как и я, в такой же последовательности. То есть у нас просто урок более, ну, все более быстро, причем я сейчас с вами в прямом эфире. Мы, наверное, сделаем, возьмем традицию, у нас будут прямые эфиры. То есть следующую картинку мы доделаем. Следующую картинку мы доделаем в среду. Это будет 8 число, как раз будет 8 марта. Вот, сделаем там еще какие-нибудь мега скидки на 8 марта. Все понятно, очень красиво, спасибо. А дальше у нас по воскресеньям я буду выходить в прямой эфир, делать какую-то с вами работу, и вы в прямом эфире можете задавать вопросы. То есть, там, давайте, допустим, по воскресеньям, там, в 12 часов мы выходим в прямой эфир, вы задаете вопросы. Вообще у нас трансляции висят, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики. У нас трансляция, мы заранее пишем, что когда у нас будет трансляция. То есть можно зайти всегда на канал на YouTube и посмотреть, когда будет следующий выпуск. В прямой эфир приходите, пишите вопросы, задаете, и мы на них отвечаем. Как бы и вам будет удобно, и мы наглядно можем показать уже, что у нас, ну, что как сделать. Также в комментарии пишите, я еще не просматривала комментарии на, ну, предыдущие, еще не добралась до них, но я думаю, что на днях на все отвечу, на все вопросы. Так, высветлили мы этот момент. Так, ну и я думаю, что мы его сейчас чуть-чуть еще пропустим. Дальше я беру белила. Хорошо, договорились? То есть раз в неделю встречаемся и на все вопросы отвечаю. Ну и в промежутке еще тоже будут какие-то уроки, тоже будем что-то выставлять. Дальше мы берем белила и белилами прокрываем. Белила у меня были, сейчас я скажу, белила у меня были мастер-класс белые. Можно брать не мастер-класс, но смотрите, все зависит от лака, которым вы будете пользоваться. У меня сверху сайрлак, лак, которым я прокрывала изделия. Сайрлаковский белый акриловый, он мебельный. Сайрлак это вообще, ну, лак для мебели. Прокрываю всю корзинку, ну, понятно, да? В белый цвет все выкрасили. Краски фирмы Ладога с сайрлаком не очень дружат. Поэтому вы смотрите, но желательно, чтобы вы сначала попробовали на чем-нибудь. Подбираем салфеточку. Белой краской выкрасили. И дальше смотрим салфеточки. То есть весь вот такой, все цветочки, какие-то такие вот темы, они все подойдут. Вот такие тоже очень красиво будут смотреться. Да? Такая прям красота-красота. И я выбрала вот эту салфетку в итоге. Перебрала их все. Ну, хотя можно было взять любую салфеточку и ей заклеить. И так как у нас неровная поверхность, то мы будем клеить небольшими кусочками. Вот эти тоже очень красиво будут смотреться. Опять-таки, вы должны понимать, как у вас потом рисунок будет накладываться один на другой. И отвечаю сразу на вопрос по поводу, можно ли хранить в таких изделиях продукты. Вы можете, если, допустим, у вас какие-то печенюшки или плюшки, вы прокрываете, ну понятно, да, что мы потом будем все это лакировать. На дно положили такую же салфеточку, сверху высыпали печенье и все. И у вас уже ваши продукты не касаются лака. Так, что я делаю? Я беру файлик, на файлик кладу салфеточку, дальше беру мокрую кисточку. Мокрой кисточкой прохожу по контуру рисунка. Ну, чтобы ее легче было снять и края были более ровные. Проходим. И дальше аккуратненько. Можно теперь потянуть и аккуратно снять. Все, один уголок у меня готов. Вот так это будет выглядеть. То есть я примерно посмотрела, по размеру мне подходит. Все замечательно. Все подходит. Откладываем ее в сторону. И вот таких уголочков нам нужно будет сделать 4 штуки. Как раз салфетки. Можно потом также добавить где-то, сделать рисунок и в центре. Мне захотелось именно, знаете, как вот у бабушки, я помню у бабушки, такие были платочки
с мелкими цветочками. И вот у них только по краю. То есть они были белоснежные, она их выстирывала там такие. Где-то там они были такие уже, там стерся этот рисунок, но все это смотрелось очень красиво. Или как вышивка ручная, тоже такие красивые сюжеты. Итак, дальше нам нужно приклеить наши салфетки на наши углы. Первый вариант я брала просто лак и лаком прокрывала. Вообще, ну, по технологии, да, мы сначала наносим лак, потом мы прикладываем салфетку и потом мы ее лаком сверху прокрываем. Я переживала, что у меня салфетка сейчас прилипнет или не прилипнет, и чтобы она у меня не размокла, то есть у меня там были сомнения. Поэтому первый вариант я делала вот так, потом я поняла, что вполне можно ее, так как это мой первый опыт. Надо экспериментировать, не бойтесь. У меня есть вещи, которые я не пробовала. Я вот салфетки только сейчас начала там придумывать какие-то идеи, куда их можно вставить, там, наклеить. Поэтому не боимся, пробуем лепить. Так, проходим по уголочку. И аккуратненько, аккуратненько. Нам нужно примазать, чтобы у нас все везде приклеилось. То есть кисточкой, где-то пальчиками можно там подправить. То есть наша задача, чтобы приклеилась полностью салфетка везде-везде. Хорошо проходим лаком. Акрил желательно первый слой подсушить. Я сушила все феном, но вообще акрил он в течение 24 часов проходит. Это полимеризация акрила. Поэтому вы его лучше сначала просушите и потом уже сверху клеите. Так, и вот этот край следите, чтобы он у вас не приклеился к корзинке. Старайтесь, чтобы корзинки не приклеился. И корзинку желательно сначала тоже прокрыть сначала лаком, а потом уже вот. То есть смотрим, чтобы у нас ничего нигде не приклеилось во время высыхания. Здесь я уголочек убирала, а остальное я потом аккуратненько или наждачкой, или ножничками. То есть нам потом нужно будет аккуратно сравнять этот край на салфеточке. Так, это был вариант номер раз. Вариант номер два. Где-то я сразу подрезала ножничками маленькими аккуратненько. Вот, так как я делала это дома, а не в студии, выяснилось, что наждачки у меня нету, но я нашла маленькую наждачку. Маленькую нашла. Аккуратненько ножничками. Вот лишнее убираем, чтобы не приклеивалось к корзинке никуда, не попало. Хорошо еще прохожу лаком. И второй угол я делала уже по-другому. Сначала я наносила лак, и потом на лак я уже приклеивала салфетку. И вот этот вариант мне понравился больше. Тоже аккуратненько уголочек. Вы уже Так, давайте так, напишите, у кого есть подходящие салфеточки, кто будет делать такие корзинки. Как вам такая идея? У меня еще есть идея с баночками. В таком же стиле в продолжение можно сделать баночки красивые. Тоже сверху сделать крышечки, сделать на них такие, тоже в таком же духе. И будут очень интересно смотреться. Аккуратно кисточкой разравнивайте. Если у вас салфетка вдруг не ложится, ее можно чуть-чуть подорвать. То есть, знаете, как вот одежду краят и делают такие... Смотри. То есть, если вы видите, что она у вас не укладывается, возьмите там где-то или там из нескольких кусочков приклейте. Я клею первый раз, девочки. Кто еще не слышал, мой первый декупаж. Поэтому, если вы боитесь, что у вас не получится, все получится. Главное взять и сделать. Хочу сказать сразу, вторую мы будем расписывать руками. Это у нас в таком духе. А на вторую мы будем именно кисточками уже делать такую небольшую роспись. Несложную, но интересную.
приклеиваем, приклеиваем и хорошо-хорошо разглаживаем. Таким образом мы сделали 4 штуки, высушили. И теперь берем наждачку и аккуратненько наждачкой очищаем края. Нам нужно ее снять. Аккуратно-аккуратно наждачкой. Край получается более ровный. Кое-где можно взять и... Вот аккуратненько счистили. Кое-где можно взять и ножничками. Резали. Вот такая получилась. То есть обработали все края. После этого я брала трафаретную кисть, чтобы по краю аккуратно-аккуратно пройтись. Можно брать не трафаретную кисть, можно губкой. Но губкой смотрите, чтобы опять-таки вы... Я побоялась, что я испачкаю саму корзинку, поэтому я аккуратно-аккуратно по краю именно вот трафаретной кистью прохожу по краям корзинки. По те места, где мы стыковали корзинку с... Точнее, салфетку внутри. Вот эти все места мы тоже проходим. Можно щетинкой пройти. То есть чуть-чуть. И кое-где по рисунку. По рисунку, когда вы проходите также белилами, у вас ощущение, что у вас рисунок, как будто ее там несколько раз постирали, и он немножко подстерся. Такой затертый рисунок получается. Вот можно большую взять. Все вот эти стыки мы проходим. Вот по верхушкам кое-где рисунок. Дальше сушим. Проверяем все-все-все вот такие. Чуть-чуть по рисунку. То есть он там и просвечиваться будет, и ощущение будет такой единой целостной салфетки. Все, сушим и лакируем. Лакировала я также акриловым лаком. Вчера я нанесла первый слой лака, сегодня межслойная просушка там 24 часа. То есть сегодня я нанесу второй слой лака, и этим же лаком я покрываю корзинку. То есть вам нужно со всех сторон ее прокрыть, чтобы она у вас очень долго служила. Если вы нанесете там 3-4 слоя лака, опять-таки выдержите между слоями просушку естественную, там несколько дней покрываете, то потом она у вас будет очень крепкая, очень долго служить, и ничего нигде сниматься не будет. То есть если ее нужно помыть, вы ее также помыли. Ну, не сильно, понятно, да, не с моющими. Ну, протерли, помыли, не страшно. Если вдруг у вас где-то со временем лак снимется или там, ну, что-то на нее там попадет, то всегда можно взять также акрилом сверху чуть-чуть подкрасить, и все, и она дальше у вас будет вечная.